Друзья, всем здравствуйте! Сегодня вяжем узор круче, чем кучинель. Узор кучинели, который мы уже вязали, на канале есть. Вот в этой схеме, во-первых, она крупнее. Я ранее об этом говорила, можете посмотреть предыдущее видео. Она крупнее. Я именно эту схему искала. Сейчас вы увидите картинку, на которой я ориентировалась. И мы с девчонками еще в прошлом году спорили, та эта схема или не та эта схема. Я пыталась его провязать с петлями симметрии. Простите, что мята лежала просто там, где не надо. С петлями симметрии, ну, как бы использовала их, получается, дорожки. Такой вариант мне не нравится, возможно, кому-то понравится. На обложке у нас девушка с Инстаграм. Мне кажется, ее ник Knit Factory. Ну, Factory точно слово там есть. Использовала ее картинку, поскольку, ну вот, она встретилась вот в интернете, только одна картинка именно с этим узором. Меня немножко ввели в заблуждение петли симметрии. Сейчас вы увидите у себя, это единственная схема, которая есть в интернете, и я и провязывала вот эту верхнюю часть именно вот с этими ажурными дырочками. Мы с вами будем провязывать без ажурных дырочек, то есть единым полотном. Возможно, такой вариант кому-то понравится, да, вот эти дорожки. Визуально он будет вытягивать, конечно, фигуру и странить ее. В телеграм-канал заходите, я поясню тогда, что будет не 15 петель в раппорте, а 17. Просто добавляете накид и 2 вместе, в любую из сторон. 2 вместе можете влево, можете вправо, кому как удобно. Итак, раппорт составляет 15 петель и кромочный. Я буду использовать по 3 кромочные, так удобнее сшивать. То есть у меня будет кромочная и еще 2 петли. То есть я как бы условно брала по 3. Значит, здесь у меня 2 раппорта. Значит, в раппорте 15 петель, 16 рядов в высоту. Вязать мы будем с вами на пряже Yarn Art джинс. Спицами я буду вязать, показывать узор 3,5. Буду благодарна вашему лайку. Заранее благодарю, а мы начинаем вязать. Значит, первый ряд узора. Кромочная и 2 петли вот эти я просто провязываю лицевыми. Пояснила, да? Потому что сшиваться будет полотно. Так, поехали. Дальше 3 вместе с наклоном вправо. Те, кто вяжет бабушкиными, переверните, чтобы у вас правая стенка была ближе к вам. Слева направо подхватываем 3 петли и провязываем 1 петлей, подтягиваем. Лицевая. Далее идут скрещенные петли через накиды, 3 скрещенных петли. Давайте опять разберемся. У меня классика, у меня правая стенка ко мне. Я буду провязывать за заднюю стеночку, получится скрещенная. У кого бабушкины при поворотном вязании, значит, вы провязываете скрещенную лицевую петлю за переднюю стенку. Разобрались, да? Ну, в общем-то, те, кто вяжет, кто берется вязать такие узоры, я думаю, что они уже понимают отличие бабушкиных петель от классических. Итак, 3 вместе, раппорт, да? 3 вместе, лицевая. Далее чередуем 3 раза. Накид, скрещенная 1, накид, 2 скрещенная, накид, 3 скрещенная лицевая петля и накид. Далее лицевая, 2 вместе с наклоном влево, я переворачиваю левой стенкой к себе. У кого бабушкины, вы не переворачиваете. Провязываем за задней стенки, подтягиваем. Еще раз 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, и раппорт закончен. Повторяем. 3 вместе, слева направо, правая стенка ближе к нам, лицевая, далее чередуем скрещенные петли через накид, накид, лицевая скрещенная 1, накид, 2 скрещенная петля, накид, 3 скрещенная петля, накид, лицевая петля 1. Далее 2 раза подряд 2 вместе с наклоном влево. Разворачиваю, провязываю 2 вместе 1 петлей. Еще раз
разворачиваю левой стенкой к себе, провязываем. И 3 лицевые. 1, 2, 3. И в конце всех раппортов в изделии я буду провязывать 2 лицевые и 1 изнаночная. Разворачиваем вязание. Второй и все четные ряды вяжем по узору, то есть изнаночными петлями, не считая кромочных, в том числе накиды. Третий ряд узора. Кромочная и 2 лицевые провязываю. Итак, раппорт узора 2 вместе с наклоном влево. Левой стеночки ближе ко мне провязываю за заднюю стеночки. Подтягиваем при этом 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, скрещенная лицевая петля, накид, лицевая петля, далее 2 вместе с наклоном влево, еще раз 2 вместе с наклоном влево и 2 лицевые петли. 1, 2. Раппорт закончен. Повторим. 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, скрещенная петля 1, накид, лицевая петля, далее 2 вместе с наклоном влево, подтянули, еще раз 2 вместе с наклоном влево и 2 лицевые. Раппорт закончен. Вяжем либо кромочную, либо, как у меня, 2 петли лицевые и изнаночная кромочная. 4-й ряд по узору. 5-й ряд узора. Кромочная снимаю и 2 лицевые. Перекидываю счетчик рядов, начинаю вязать раппорт. 2 вместе с наклоном влево, за задней стенки провязываю. 1 лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, скрещенная лицевая петля, накид, лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, еще раз 2 вместе с наклоном влево, и 1 лицевая петля. Раппорт закончен. Перекидываю маркер, повторяем. 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, скрещенная петля лицевая, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, еще раз 2 вместе с наклоном влево и лицевая петля. Далее 1, 2, 2 лицевые, это на ваше усмотрение, и кромочная петля. 6-й ряд по узору. 7-й ряд узора. Кромочная, 2 лицевые и начинаем раппорт. 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 1 скрещенная, накид, 2 скрещенная и накид. Далее 1 лицевая и 2 раза подряд по 2 вместе с наклоном влево.
Раппорт закончен, повторим. 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе с наклоном вправо, подтянули, лицевая, накид, 1 скрещенная, накид, 2 скрещенная, накид и лицевая петля. Далее 2 раза подряд 2 вместе с наклоном влево, 1 раз, 2 вместе и еще раз 2 вместе. Перекидываю маркер и вяжу либо кромочную, либо, как у меня, 2 лицевые, 1 изнаночная. 8 ряд по узору. 9 ряд узора, кромочные, 2 лицевые, и начинаем вязать раппорт. 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе с наклоном вправо, или просто 2 вместе, как в учебнике, да? 1 раз и 2 раз сразу. Подтягиваем, когда вяжем 2 вместе, 3 вместе. Далее лицевая. Теперь у нас пойдут 3 скрещенных петли через накид. Накид, 1 скрещенная лицевая петля, накид, 2 скрещенная, накид и 3 скрещенная и накид. Далее 1 лицевая и 3 вместе с наклоном влево. Разворачиваю левыми стенками к себе, за задние стеночки провязываю, подтягиваем, перекидываю маркер, повторим раппорт. 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе вправо, 1 раз, 2 раз, 1 лицевая. Далее 3 раза будет скрещенная петля через накид. Накид, 1 скрещенная, накид, 2 скрещенная лицевая, накид и 3 скрещенная лицевая и накид. Далее лицевая и в конце раппорта 3 вместе с наклоном влево. Разворачиваю левыми стенками к себе и за задние стенки все 3 петли провязываем. Раппорт закончен. Вяжу 2 лицевые и кромочную. 10 ряд по узору. 11 ряд узора, кромочная, 2 лицевые и вяжем раппорт. 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо или просто 2 вместе. Еще раз 2 вместе, лицевая, накид, скрещенная лицевая петля, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 1, 2 и 2 вместе 1 лицевой петлей или с наклоном вправо, да? Раппорт закончен, повторим. 2 лицевые, 1, 2, 2 раза подряд 2 вместе с наклоном вправо, 1 раз и 2 раз, 1 лицевая, накид, скрещенная лицевая, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 1, 2 и 2 вместе с наклоном вправо. Раппорт закончен. И я вяжу 1 лицевая, 2 и кромочная петля. 13 ряд узора, кромочная, 2 лицевые. Далее начинаем вязать раппорт. 1 лицевая и 2 раза подряд по 2 вместе с наклоном вправо, 1 раз и 2 раз, лицевая, накид,
скрещенная лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая и 2 вместе. Раппорт закончен. Повторяем. 1 лицевая, 2 вместе, еще раз 2 вместе, лицевая, накид, скрещенная лицевая петля, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая и 2 вместе с наклоном вправо. Раппорт закончен. Вяжем либо кромочную, либо 2 лицевые у меня и кромочная. И последний 15 ряд. Вначале я провязываю кромочные 2 лицевые и начинаю вязать раппорт. 2 лицевые вместе с наклоном вправо, еще раз 2 лицевые вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, скрещенная лицевая, накид, скрещенная лицевая и накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево. У меня классика, я разворачиваю левой стенкой к себе и за задней провязываю, подтягиваю, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 2 вместе с наклоном вправо. Перекидываю маркер, повторяем раппорт. 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, скрещенная лицевая, накид, скрещенная лицевая, 2 раза скрещенные, накид, лицевая и 2 вместе с наклоном влево. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 2 вместе с наклоном вправо. Раппорт закончен. У меня 2 лицевые и кромочная. Вяжем 16 ряд по узору. Далее повторяем с 1 по 16 ряд высоту. А я вам желаю крепкого здоровья и добра.